Привет, друзья! Сегодня у нас последний завершающий день марафона «Облака акварелью». Мы уже писали облака в разных состояниях, и сегодня мы соединим в одно все изученные нами приемы и напишем вот такой динамичный пейзаж с активным небом. А если вы еще не наелись облаками, я приглашаю вас подписаться на мои каналы Boosty и Patreon. Там мы будем писать вот такой вот большой красивый пейзаж с активным небом. Все ссылки в описании канала или под видео. А сейчас давайте начнем работу над нашим сегодняшним референсом. Как водится, мы начинаем с неба, с того, что смачиваем область неба до горизонта. Для этого я использую синтетический флейц. У него прямоугольная форма, в то же время помогает более ровно прописать горизонт и аккуратненько разровнять влагу, чтобы у нас не образовывалось никаких луж. Намешиваю краску для неба. У меня это ультрамарин и ФЦ голубая в смеси. Ультрамарин дает красивый синий оттенок, ФЦ голубая немножко более яркий, более холодный. И я добавляю участки неба, которые останутся голубыми, которые не заполнены облаками. Сразу пробую придавать рельеф границы, хотя здесь я еще потом доработаю все это салфеткой. Но уже сейчас тоже пробую, чтобы рельеф как-то читался. Когда будете планировать форму облаков, постарайтесь не делать ее симметричной. Откровенная симметрия будет не очень удачно смотреться композиционно, поэтому давайте сделаем одну сторону чуть больше, несмотря на то, что они смыкаются где-то в середине, другую сторону все-таки чуть меньше и немножко другой формы. По краям я прохожусь салфеткой, где-то можно работать и кисточкой тоже немножко подмывать и промакивать. Смотрите, как вам удобнее. А салфетка даст более четкий рваный контур, а кисточка может подмыть более мягкий силуэт. Сам цвет облаков мне хочется сделать более теплый, не оставлять его белым, чтобы было такое более теплое освещение читалось, поэтому я намешиваю желто-оранжевый оттенок. Честно говоря, после высыхания цвет стал сильно желтым, и, наверное, я бы использовала более оранжевый цвет, если бы писала эту работу еще раз. Нужно разбавить его как следует водой, он должен только едва-едва проступать, чтобы это не был откровенно такой прямой насыщенный желтый. Это должна быть только едва-едва проступающая теплота. Потом плоской кистью я протираю такие полосы, чтобы сымитировать лучи света или пробивающиеся какие-то такие активные облака. Кисть должна быть чистая, и для этого приема лучше использовать синтетическую кисть. Она будет более упругая и лучше будет собирать пигмент. При этом старайтесь, когда будете подмешивать вот этот желтый оттенок в облака, не перемешивать его с синим, чтобы у нас по итогу не получалось зелени. Нижнюю часть у горизонта сделаю чуть розовую. Для этого я смешиваю красный светлый с моей уже имеющейся на палитре желто-оранжевой смесью. Можно немножко розового добавить и в облака, может быть, там он где-то будет проступать. Но тоже розовый цвет здесь в данном случае не откровенный, он такой едва намеками. Для самих облаков я намешиваю фиолетовый оттенок. Для этого я красный светлый подмешиваю к
моей смеси, которой я писала, небо ультрамарина, ФЦ голубое. Если получается очень фиолетовый оттенок, вам хочется его немножко смягчить, можно каплю желтого туда добавить, тогда оттенок будет более сероватым. Здесь смотрите на свой вкус, какой цвет вы хотите получить, более насыщенный. И можно внутри заливки тоже варьировать оттенки, где-то брать более синий оттенок, а где-то уходить больше в розовый, в красноту. Делаю такие аккуратные мазочки, сразу пытаясь внутри облака создать фактуру. Если у вас сильно подсохло облако, немножко смочите его, чтобы мы все-таки работали по мокрому. Это можно сделать с помощью пульверизатора, сбрызнув область, с которой мы будем работать. У горизонта тем же цветом добавляю немножко мазочков горизонтальных, просто чтобы создать такой небольшой намек на то, что там вдаль уходят тоже какие-то облачка. Нижние части облаков старайтесь делать более темные. Наверху можно оставлять какие-то промежутки, которые будут засвеченными, светлыми или уже желтыми, если у нас уже они получились вот такие желтенькие. Ближе к горизонту опять работаю такими горизонтальными мазками. Здесь я забыла про этот кусочек, добавляю немножко желтого цвета на нижнюю часть. Но вот левая часть у меня уже подсыхает, тем более я здесь промакивала салфеткой, поэтому я немножко сбрызгиваю пульверизатором. И левая часть будет более плотная, там более такое мощное густое облако, поэтому там цвет беру чуть темнее. Стараюсь, чтобы облака не превращались в плоскую единую массу. Для этого где-то можно оставлять промежутки, или если у вас уже заполнилось все цветом, можно немножко протирать какие-то участки, чтобы добавить объема и текстуры облаку, пушистости такой. Обязательно вставайте над работой, потому что когда мы сидим, мы смотрим близко, а когда мы встаем, у нас немножко издали получается взгляд, и становится видно, где не хватает чего-то, где можно что-то добавить, и в какой момент вообще остановиться. Поэтому периодически вставайте. Многие художники, которые работают с большими форматами, они вообще всегда работают стоя над даже над вот такими вот горизонтальными акварельными листами. Ну и теперь я оставлю в покое небо и перейду к морю. Море я уже пишу по-сухому. Я беру плоскую кисть и делаю горизонтальные мазки. Цвет я домешала больше ФЦ голубого, и даже можно немножко бирюзового цвета, если он у вас есть. При этом можно варьировать оттенки от большей пропорции ультрамарина к большей пропорции бирюзового. Делаю горизонтальные мазки по-сухому. У меня вот даже остается немножко такой как бы шероховатость. Можно здесь поменять кисть, взять каллиграфическую кисть. Она больше подходит для того, чтобы как будто бы подметать ей, оставляя такую сухую текстуру, которая напоминает немножко блики на воде. И постепенно, планомерно начинаю заполнять мой лист, оставляя посередине, вот под участком, откуда я предполагаю, у меня идет свет, оставляя там такую как бы дорожку на воде. Теперь я добавлю еще немного текстуры с помощью плоской кисти. Для этого я чуть влажной плоской кистью делаю такие горизонтальные пробивающие движения и кое-где протираю таким образом цвет. При этом не лезьте далеко к горизонту, пусть эти движения будут
у берега. Там у нас будут видны крупные волны. Дальше от нас уже волны не видны, поэтому там достаточно вот этой ряби, которую мы создали сухой кисточкой. И вот у меня вырисовалась барашек на переднем плане, там две какие-то такие наиболее удачные полосы. И теперь я под него, под этот барашек добавляю темный цвет. Можно к ультрамарину немножко кадмия оранжевого подмешать, он будет такой темно-синий. И, как я уже сказала, под барашек добавляю, под белую полосочку добавляю тень, то есть такой имитирую загиб волны, загибающуюся, набегающую волну. Пока там окончательно подсыхает небо, я вижу, что у меня получились плотные, довольно плоские пятна с левой стороны. Я хочу их немножко сделать более кучерявыми, поэтому такими крутящими движениями кисти, втирающими, а-ля втирающими крем, я собираю часть пигмента. Он еще не до конца высох, поэтому неплохо собирается. Не до бела, конечно, но помогает сделать такие более светлые границы. При этом старайтесь, чтобы у вас не получалось много грязи и не получалось каких-то резких грязных таких линий и контуров. То есть если вы вытираете цвет и по краям остается резкий контур, старайтесь его немножечко растушевать. Немножко добавляю текстуры на передний план, чтобы он стал чуть-чуть более интересный. В принципе, без особых ухищрений, просто сухой кистью добавляю каких-то шероховатостей. Теперь с помощью белой акварели немножко усилю цвет барашков, сделаю его более белым. Я рассказывала про белую акварель, про то, как ей пользоваться, чтобы получать максимально белый цвет во втором видео марафона. Посмотрите, если еще не смотрели. Ну а мне сейчас хочется еще немного усилить контрастность на переднем плане. Чуть-чуть мне не хватает яркости в барашке, чтобы он прям читался. Поэтому я намешиваю еще темный синий цвет и чуть-чуть добавляю под получившийся белый цвет. При этом я потом прохожусь чистой влажной кистью, чтобы немножко растереть границы и не оставлять такие жесткие, четкие линии, чтобы переходы были более плавными. Ну, на этом я заканчиваю свою работу. Поздравляю вас и себя, если вы проходили все эти видео вместе со мной. Если еще нет, заходите в плейлист «Облака акварелью», смотрите другие видео, у вас обязательно получится рисовать легкие воздушные облака. Описание материалов я оставляю под видео, потому что от качества бумаги и от того, какими цветами и кистями вы пользуетесь, может зависеть результат. Не вся бумага одинаково реагирует на работу по мокрому. Если вы хотите поддержать канал, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на видео, отправляйте видео своим друзьям, которые также любят рисовать. Если у вас есть возможность поддержать материально, у меня есть Boosty и Patreon. Там, кроме всего прочего, вы найдете больше уроков. Например, вот такой урок с объемными массивными облаками над морем. Очень интересный, с красивыми переходами цвета. А я на этом буду заканчивать свое видео. У меня еще чешутся руки что-то немножко подправить, убрать там на горизонте четкое пятно, но главное ничего не испортить. Давайте оставлять работе немного спонтанности. Напишите в комментариях, какие темы вам еще было бы интересно разобрать в видео. Если у вас остались вопросы по теме облаков или
техническим приемам работы с акварелью, пишите в комментариях, я обязательно буду отвечать, а по самым интересным вопросам постараюсь снять видео. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.